Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Подписывайтесь, кто еще не подписался. На моем канале найдете много чего интересного. Также напоминаю, что для личного расклада пишите мне на WhatsApp либо Instagram. До конца июля акция. Личный расклад стоит 2000 рублей. Для тех, кто хочет меня отблагодарить и помочь в развитии канала, я оставлю свою ссылку на свой донат. Также, кто состоит, либо состоял в созависимых отношениях, можете обращаться за помощью, я помогаю пройти этот тяжелый период. Соответственно, окажу вам помощь, да, эмоциональную. Буду вас вытаскивать из этого состояния. Первое, что помогу определиться в этой жизни. И чтобы вы не попадались больше на таких людей, манипуляторов, да, чтобы вы самостоятельно принимали решения в своей жизни, научились отказывать людям, если вам это что-то не нравится, да, и в первую очередь выбирали себя. Кто захочет, тот обратится. Итак, давайте сегодня предлагаю такую тему посмотреть. Будет расклад на тему про обиженного мужчину. Это тот, который на сегодняшний день с вами не общается, не выходит, либо как-то отстранился, охладел к вам. Вот именно про труса, про обиженку сегодня. Загадайте своего мужчинку и посмотрим, кто же он такой. Извините за посторонние звуки. Так, кто тут? Ага, здесь мужчинка пришел. Сам император, скорее всего. Мужчинка здесь, ну, не скорее всего. Мужчинка здесь эгоистичный. Здесь мужчинка, наверное, просыпается с зеркалом, засыпает с зеркалом. Мужчинка себя возомнил, что он здесь мужик. Очень эгоистичный, он может быть жестким. Ну, по отношению к вам. Здесь он на себя корону нацепил и будет так, как я сказал. Не скажу, что даже если у него к вам есть чувства какие-то, да, мужчина этого не проявит, не покажет. Вот он все. Он, как, знаете, как баран уперся и стоит на своем. Кто-то еще. Кто-то еще. Вот что я вам и говорила. У мужчинки на сегодняшний день есть куча проблем, да, но вы об этом не узнаете. Он с этими проблемами, конечно, борется, на себя навешал столько здесь обязанностей, еле-еле тащит. И причем на сегодняшний день от этих проблем, да, мучается, ему не дают они покоя. Постоянно вот думает, как их решить, что будет, страхов здесь полно. Но здесь, заметьте, маска, что у него все в порядке. Молодец, молодцом держится. Какой-то еще мужчинка. Ох, двойственный, ох, двойственный. У этого мужчинки на сегодняшний день есть две женщины конкретно. Мужчина состоит в любовном треугольнике. Даже если это не любовный треугольник, здесь есть точно вы и еще. Это может быть мама, сестра, добрая женщина, да? И еще добавлю. Мужчинка здесь по сей день не определился, что ему нужно, да? Какой-то еще мужчинка. Тот мужчинка, который закончил отношения с женщиной. Кстати, он мог быть женат на этой женщине, да? А женщина с ним на сегодняшний день, это, соответственно, вы, скорее всего, которая на контакт с ним не выходит. И с этой женщиной у него были серьезные отношения. Помимо этого, еще что добавлю. Скорее всего, на этого мужчину, когда он стоял перед выбором, почему он же придурок, не может же самостоятельно определиться, кто ему нужен, ему помогла женщина. Надавила на него, понимаете, как здесь, чтобы он сделал выбор в ее пользу. Соответственно, одна женщина, и я предполагаю, что эта женщина именно супруга, либо та женщина, с кем он был в серьезных отношениях и не дошли до брака, либо он с этой женщиной проживал, да, ну, как говорят там в гражданском браке, да, не дошли все-таки до официального брака, да, соответственно, он все равно, как-никак, он чувствовал ответственность за эту женщину. Это вы, наверное, да? И после того, как эта женщина от него закрылась, соответственно, здесь то ли от ответственности мог отказаться. Но и помимо этого еще добавлю, эта женщина, с которой состояла с ним именно в серьезных отношениях, этот мужчина послужил ей как вот урок, который вот она благополучно либо прошла, либо на сегодняшний день до сих пор проходит. Этот мужчина для нее конкретно является учителем. Да? Но то, что есть в его окружении, может быть, это мама повлияла, да, на него, чтобы он там с этой женщиной расстался. Почему? Потому что здесь мужчина ведомый, и он больше прислушивается к женщинам. Хотя на себя корону нацепил, что он типа мужик. Не мужик, он отряпка, лох. Говорю как есть. Не буду выбирать там выражения. Но, скорее всего, здесь мамсик. Вот такой вот мужчинка.
Соответственно, женщине это надоело, и, соответственно, здесь отношения закончились с этой женщиной. Хорошо, какой ты еще в отношениях, интересно? А придурок вообще в отношениях, я вам скажу, он может оскорблять, вообще делать, что хочет, предавать, изменять, не вкладываться, делать вид, что он типа вкладывается, но на самом деле он относится к этому очень легко. Поразбивал он, конечно, сердца здесь женщинам. Кстати, есть такие женщины, которые его прокляли, такое тоже есть. Почему? Потому что здесь инфантильный, он придурок. Он придурок, он просто делает вид, что он вкладывается, 3 копейки вложил, но там, знаете, женщины с партнера требуют все 100 копеек. Придурок. Да. А вот женщина, которая с ним рядом, это знаете как? Вроде все начинается хорошо, а потом добро пожаловать в треугольник. Ой, ё-моё, ну артист пришел. Кто ты еще сам по себе? Кто ты вообще, этот обиженка? Кто ты? А вообще, знаете что? Он ищет для себя ту женщину, которая... Он как баба в отношениях, вот честно вам говорю. Он может скандалить. Вот не зря же я говорю обиженка. Вот он здесь и вышел обиженка. Скандалить может, истерить может. Вот он, кстати, он может быть хозяйственным, он может умеет готовить, такой тоже есть. И он вообще себя считает чуть ли здесь для каждой женщины, чуть ли не призом себя, что ты такой приз отхватила. А есть еще один такой нюансик, что есть женщина, скорее всего, но он еще такой, да, мужчинка, который ищет таких женщин, чтобы она его понимала, стелилась под него, и помимо этого, чтобы еще была семейная, терпела все, и чтобы еще и денежки были. Такой тоже есть нюансик. Помимо этого еще добавлю, что и женщина вот была в его жизни, которая его понимала на сегодняшний день, да, скорее всего, это была либо его семья, либо женщина вот такая вот, которая умеет зарабатывать. На сегодняшний день она тоже является для него интересным шансом, да, но самое главное, не он, чтоб любил, он как баба в отношениях, он требует мне, он даже, извините, со своей женщиной может требовать и деньги, и, знаете, как знаки внимания, помимо этого, чтобы, и извините, чтобы женщина чуть ли там его на руках не носила и цветы дарила. Вот здесь вот такой выходит мужчинка. Ладно, какой ты еще? Какой у тебя характер, интересно? Обиженка. Ох, какой здесь, ох, какой. Попробуйте ему отказать. Там узнаете о себе много чего, услышите. Помимо этого, опять добавляюсь, вы кого здесь загадали? Прям вот реальный обиженка. Здесь продуманный тип, холодный, отстраненный. Помимо этого, кстати, кому-то он должен денег, он не отдаст, он там 500 причин найдет. Почему, видите ли, понимаете, здесь задели. Ну, кто он пришел, император, ты что? Будешь делать так, как я хочу. Кстати, на язык, здесь такой язык, вы знаете, как сказать-то, базарный. Помимо этого, знаете, вот обматерит, унизит. Причем это все делать целенаправленно. Вот он такой продуманный типок здесь. Помимо этого еще слушать третьих лиц, когда ему там что скажут. И понеслась малина. А со стороны еще можно сказать, да, вот с вами он может быть таким, да, оскорблять, унижать, все. Со стороны, когда увидите его, посмотрите, оказывает помощь, там такой добряк, он хитрый жук. Кто ты еще на самом деле, ну-ка скажи, кто ты? Ага, здесь пришел предатель, здесь такая мерзкая натура. Знаете что, это скорее всего вы. Либо вы с ним состояли в браке, либо не дошли до брака, либо просто с ним проживали, да, на сегодняшний день. Посмотрите, я вам скажу, за что он вас предал. Либо поступил как свинья с вами. Ну, обиделся, вот это свинство. Он еще вам вынес приговор. Знаете почему? Потому что вы его лучше. Скорее всего, вы здесь женщина та, которая не страдает без него, да, просто занялась своей жизнью, да. Не исключаю, что, может быть, вы были замужем за ним, может, у вас развод был. Может быть, на данный период времени только наступит бракоразводный процесс, либо вы находитесь в бракоразводном процессе. Даже не исключаю того, может быть, мужчина был женат, ради вас развелся и кинул вас. Такое тоже не исключаю. Он вас за дело что? Не страдаете, не бежите за ним. А вот понимаете, он какой натура? Он в кусты и начинает поливать вас грязью со всех сторон. Ты сякая, такая, все. Она меня обманула. Она это. Почему? Нужно же здесь казаться. Маску-то не забывайте, носить-то надо. Понимаете? А его задевает, что вы не сдохли без него. Говорю, как есть. Что вы, вроде деньги есть, все нормально, жизнь у вас, слава тебе, Господи, да? Во-первых, когда мужчинка вас предавал, он праздновал тоже свою победу. Хорошо, ты эту женщину предал, оскорбил, вынес ей приговор, что она такая сякая. Что хотел этим доказать? Что хотел? Что вы потеряли свое счастье. Понимаете, такого принца потеряли. Чтобы вы разочаровались, чтобы вы поняли, что это единственный ваш лучик света. Понимаете, чтобы вы осознали, что вот его, вот этот уход, то, что вас разочаровал, понимаете, чтобы у вас жизнь без него была плохая. Ладно. Еще, кстати, если у кого-то есть дети, чтобы вам было тяжело, понимаете?
Чтобы вы поняли, что он от вас отказался, что вот все, разрыв пришел, что ему без вас хорошо, и что вы не получите того, что вы хотите от него. Окей, что ты еще этим предательством хотел показать этой женщине? Да что я свалил от тебя, у меня теперь свобода, теперь я буду делать все, что я хочу. И ездить, куда я хочу, и зарабатывать. Почему? Теперь я буду жить только для себя. И хорошо? А хорошо, ладно. А получилось у тебя, интересно? Получилось у тебя? Кстати, да, у него получилось. Кстати, и причем быстро. Он, кстати, мог вас оставить переехать сразу к другой женщине. Он считал ее королевой, извините. Говорю, как есть. Либо они вместе работали, а потом сошлись. Вот здесь то ли вместе начали сразу проживать, но эта женщина, скорее всего, с работы. Здесь вот так выходит. Видите ли, там королеву нашел он себе такую вот. Он еще говорит о том, что посмотри, какую я себе бабу нашел. Здесь круче тебя. Понимаете, да? Окей, нашел круче себе бабу. И что там дальше у вас? А что? А у них что, тоже не получилось, что ли? Злиться? Или это к вам он на вас начал злиться? Почему? Ладно, пацана вы отправили, а ничего не делаете. Ладно, ты хорошо, своим уходом, либо тебя попросили. Что хотел конкретно добиться от этой женщины? Своим уходом. Что хотел добиться? А, все, понятно. Пацан здесь хотел добиться того, что он будет вами управлять, манипулировать. Почему? Потому что вас же к нему тянет. И будет он с вами играть, жонглировать с этой девчонкой. Понимаете? Он думал, что он настолько уверен был в себе, что вы, вот как вот, не знаете, как кошка вцепились в него, да, что он сейчас будет здесь сам писать сценарий, что да как делать. И в любовный треугольник, конечно, здесь будете вы, параллельно еще кто-то, мать, сват, кто там у него, вся эта бригада. Любовница или там еще, если вы были любовницей, то, пожалуйста, опять. Он был настолько в себе уверен, что у него это получится. Если узнали своего принца, то поехали дальше. Будем смотреть, что ж там ваш император, что он на вас обиделся. Вот мне интересно, да, сам предал, сам женщину унизил, да, еще и обижается. Вот скотина какая. Ну, давай посмотрим, что ж ты обижаешься теперь на свою бывшую. Почему на нее обижаешься, наш император, в кавычках. Придурок. Лох. Что ты обижаешься на свою бывшую, на которую ты предал? Почему на нее обижаешься? Нет, вы поглядите. В первую очередь, почему он на вас обижается? Потому что вы закрылись. Вы что там? Корону на себя нацепили? Вы что там, любить себя начали? Вы что, пацану здесь любви не даете? Вы почему от него отстранились, дорогая моя? Ты почему мне не даешь опять вот этого понимания, эмоций? Почему ты мне не даешь? Ты что, офигела, что ли? Отстранилась от меня? Закрылась? Ты что, в себя поверила, что ли? Себя любить научилась? Мне это не нравится. Кстати, у кого-то есть блокировка. Ты что, ты меня вычеркнула из своей жизни? Ты что, на себя весь акцент, что ли, перевела? А я где? Почему ты еще на нее обиделся? Почему? Ты посмотри-ка, что делает. Я не понял. Ты что, для тебя это что, не важно, что ли? Тебя что, больше ко мне не тянет? Ты же моя вроде. Ты что? Ты же должна меня слушать. Какого черта вообще ты в себя поверила? Ты же должна как собака сидеть на привязи. А где страсть твоя? Я не поняла. А что ты начала новую жизнь? Не понял. Ты что? Это мой сценарий, относиться легко, безответственно. Какого черта ты себя так ведешь? Не понял. Почему еще ты на нее обижаешься? Почему? Ты погляди-ка. Ты что, вообще охренела? Ты что, зарабатывать деньги начала? Ты уже не та, ты сидишь императрица. Какого черта? Я не понял. Ты от меня еще денег требуешь. Помимо этого ты еще и зарабатываешь. У тебя какие-то источники есть. Ты почему не страдаешь? Я не понял, почему у тебя в жизни все хорошо и вся в работу ушла. Общение у тебя есть какое-то. Почему ты еще на нее обижен? Теперь уж скажу на свою императрицу. Но, обиженка, почему на нее обижен? Ты посмотри-ка, у тебя что, я не понял. Ты что, блин, ты почему на меня обижаешься, что у меня постоянно кто-то есть за спиной? Это я имею право только скрывать, что у меня там есть и женщины, что у меня с ними есть дела, что я с ними сплю. Ну да, это ничего страшного, но я же мужик, я же любвеобильный, я в поисках постоянно нового общения и эмоций. Мне же нужны эмоции. Чего ты на меня обижаешься? Меня это очень сильно задело, что ты на меня обиделась после того, как ты узнала, что у меня появилась здесь другая женщина. Меня это очень взбесило.
что у меня появилось влечение, что появилась здесь, у меня здесь красотка. Ну, да, я бледовитый, да, я такой, но ты не имеешь права на меня обижаться. Что ты еще, почему ты еще обижаешься на свою бывшую императрицу? Почему обижаешься? Ты посмотри-ка, ты от меня созависима. Ты меня обязана терпеть. Если это супруга, да, либо вы были, предположим, вы замужняя женщина, да, это ваш любовник. Не буду привязываться, жена, кто там вы, да, соответственно. Какого ты черта вообще, ты не ждешь меня, ты должна подыхать, как собака. А я тот человек, который будет тебя делать с тобой все, что я захочу. Ты должна меня умолять и сидеть ждать, пока я нагуляюсь и приду. Ты должна жить мной, ты должна быть одержима мной. Меня это очень сильно бесит, я тебе и хочу прибить. Какого черта ты поверила в себя? Меня это раздражает. Ты должна быть моей собакой на привязи. Почему же ты еще на нее сильно обижаешься? На свою императрицу. Я не понял. У тебя что, там другой кто-то появился? Я не понял. Почему ты не даешь мне самоутвердиться? Я жадный, ты не поняла? Я на тебя обижаюсь еще. Почему? Потому что ты от меня ждешь каких-то денег, а я не дам тебе. Меня бесит то, что я не могу тебе доказать, что я мужик. Вот в чем причина. Не признаешь ты меня. Меня это очень сильно задевает. Я очень хочу тебе доказать. Почему ты еще на нее обижаешься, на императрицу? Нет, ты погляди. Ты погляди. Ты знаешь, я тебя готов осуждать. Буду тебя осуждать до последнего. Какого черта, я не понял. Наше с тобой расставание, это для тебя, блядь, шансом, что ли, показался? Я не понял. Где справедливость? Ты должна там умирать, подыхать, а у тебя, смотрю, и шанс какой-то новый появился. Я не понял. Почему твоя победа? Я не понял, меня это злит. Ты посмотри, у тебя все прекрасные деньги идут, и ты независимая стала. Какого черта? Какого черта? Что за шансы у тебя? Почему у тебя в жизни все так хорошо? Хорошо. Ладно. А что ты хочешь от нее сейчас? Чтобы она подыхала без тебя? Что ты конкретно хочешь от этой женщины? Ну-ка скажи, обиженка. Что ты хочешь? А я хочу, чтобы она злилась на меня, да? И чтобы поняла, что она меня потеряла, была разочарованной в жизни. Я хочу, чтобы она все-таки перестала, вот, знаете, внутренне, чтобы она обо мне мечтала, с ума сходила, чтобы я у нее в голове там 24 часа в сутки вертелась, и чтобы она была разочарована, чтобы она плакала, чтобы она находилась в депрессии и жила только мной. Что ты еще хочешь от этой женщины? Дорогая моя, я понял, что ты там деньги выбрала, да? Кстати, ты проснись и пой, давай выбирай меня. Я не поняла, я не понял. А что ты меня не возвращаешь? Мне это не нравится. Мне не нравится то, что ты сделала выбор в пользу себя и пошла на работать, зарабатывать деньги. Ты что, охренела, что ли? Посмотри-ка, какая гордая. Самооценка поднялась, поперлась куда-то вперед. Мне это не нравится. Ты что? Ты не забывай, что выбор остается за мной. Какого черта ты меня не выбираешь? Отворачиваешься от меня. Ты что? Да. Что ты еще хочешь от этой женщины на сегодня? Что ты? Ты посмотри-ка. Ты знаешь конкретно, что я от тебя хочу? Чтобы ты меня признала мужиком, чтобы я с тобой также манипулировал, был твоим богом, и от тебя отстранялся. И я, чтобы от тебя убегал, а ты за мной бежал. А ты не бежишь. Меня это бесит. Ты чё, блин? Ты чё меня мужика не признаешь? Ты чё? Я ж твой манипулятор, я сильный. Ты чё? Ты чё? Я не поняла. От меня убегаешь, как, блин, не знаю, от чумы какой-то. Ты чё меня мужиком не признаешь? Ты чё меня выталкиваешь из своей жизни? Надо же. А что ты хочешь еще? Чтобы она мучилась? Зазывала тебя обратно? Что хочешь от нее? А я хочу так, чтобы она без меня не видела ни света, ни ночи, ничего. Чтобы она подыхала, закрылась от всего мира. Чтобы она только ждала меня. Вот чтобы я был конкретно для нее счастьем. Вот так, чтобы я был для нее той звездочкой, именно солнцем, которое придавало бы ей уверенность и глоток. Я для нее как бы, чтобы был как глоток свежего воздуха. Чтобы она никого больше к себе не подпускала. Чтобы мучилась. Чтобы подпускала к себе других мужчин. Чтобы закрыта была от мужиков. Только я. Что тебе еще не нравится в этой женщине? Почему на нее обижаешься? Я не понял. У тебя что там, ухажеры есть? Ты еще, смотрю, выбираешь для себя. А я где?
Ты посмотри, ты меня что, не замечаешь, что ли? У меня обида на тебя конкретная. Ты что? Я твой мужик. Ты посмотри-ка, она еще сидит неуверенная, нужно он мне или нет. Еще и поклонники какие-то есть. Ты что, блин? А вот что конкретно тебя вот прям задело? Что тебя конкретно задевает именно в своей императрице? Что прям на сегодняшний день тебя злит и задевает? Что? Что? Ты посмотри-ка, меня злит то, что я сам придурок. Сам придурок же отказался от нее, да, затащил в любовный треугольник, предал с ней некрасиво, да, ну для кого-то измена произошла. А теперь сам же хочу с ней восстановить контакт, написать ей хочу. Меня это бесит. Меня бесит то, что она вышла из отношений и живет что-то там у нее. Дела идут вперед куда-то. Меня это бесит, то, что она тоже вот во мне внутри застряла. Я тоже хочу избавиться от этого, но не получается, у меня тоже сердце разбито. Она мне разбила сердце. Задела за больную точку. Ох, какая, а! Что тебя еще на сегодняшний день бесит в этой императрице? Ты посмотри-ка, я от нее вообще в шоке. Вот прям как бесит. Она, блин, что, она изменилась. Я ее не узнаю. Где та, которая тащила все на себе? Она взяла это все, скинула и пошла в будущее. Я не понял, что происходит вообще. Я где? Я для нее умер. Я с этими проблемами. Она, несмотря на то, что ей тяжело, она все равно идет вперед. Изменилась. Меня это так сильно раздражает. А страдания где? Что ты хочешь, чтобы она страдала, что ли? Я хочу, чтобы она была двойственная, непонятная, что хочет. Не знаю, чтобы стояла на месте, чтобы у нее ничего не продвигалось. Была такая же неуверенная в себе. Я хочу, чтобы она за мной следила. А ничего не происходит. Она меня зеркалит. Не понял. У нее нет возможности встретить кого-то, кроме меня. Ты что, охренела? Что тебе еще на сегодня? Кстати, его еще сильно вас бесит то, что на сегодняшний день вы тоже стали в отношении этого прекрасного инфантильной женщины. Не бегайте за ним. А что ты хочешь, чтобы она побегала перед тобой? Что хочешь, чтобы она побегала? Я не поняла. Я не понял. А кто меня обратно зазывать будет? Еще. Я не хочу, чтобы она что-то там требовала. Кстати, у вас там либо работали вы вместе, либо проживали. Что-то здесь связано с домом. И он говорит, я буду стоять до последнего. Меня бесит то, что она меня, кто там выгнал его. И он говорит, меня бесит то, что она в дом меня обратно не зовет. Не замечает меня. Меня это ох как бесит, блин. В счастье в свое не зовет. И напоследок, что ты хочешь передать своей императрице? Олух. Что ты хочешь передать? Ой, ё-моё, отправила ты меня подальше от себя. Но я хочу с тобой помириться, все-таки ты моя путеводная звезда. Да, отдалилась от меня. Не замечаешь даже меня. Моих поступков, моих слов. Что ты еще хочешь передать напоследок своей императрице? Злыдня. А вот посмотри-ка. Я хочу, чтобы ты за меня держалась, чтобы ты мучилась, да? А я буду обижаться. И я хочу, чтобы ты меня считала своим мужиком. Чтобы я был твоим. Навсегда, один-единственный. И еще что я тебе передаю. Я тебе демонстрирую, да, свою обиду. Я на тебя очень сильно обижен. Почему? Потому что ты меня не держишь. Ты не мучаешься. Меня это бесит. Вот какая у меня на тебя обида. Ну и напоследок, что ты еще и скажешь своей императрице. Напоследок. Напоследок то, что нам было с тобой хорошо. После тебя я стал как будто никому не нужный, одиночка по жизни. И у меня с башкой проблемы, страхов столько. Сам не знаю, что хочу в этой жизни. Я все-таки к тебе привязан. Вспоминаю те наши хорошие моменты. Ты мою все равно, ты для меня как праздник. Вот что я хочу тебе сказать. Но у меня страхов много. Я отдалился от тебя, ты от меня отдалилась. А ведь нам было хорошо вместе. Но ты же понимаешь, что я неудачник. Неудачник, не получилось. Ладно, давайте еще все-таки в конце. Самая твоя большая обида вот на эту женщину. Какая самая твоя огромнейшая обида? Вот прям на сердце прям сидит. Какая обида? Какая обида? Вот так, вот его большая обида, что он в вас нуждается. Девочки, говорю как есть. Пацан ожидал, что ладно, фиг с ним. У него есть выбор женщин, он должен выбирать. А вы, как привязанная собака на привязи, должны сидеть его ожидать. Но, я так понимаю, здесь женщина показала ему, где
находится дверь, послала его к девчатам, да, пусть пацан развлекается, женщина занялась собой, а пацан конкретно его самая сильная обида, что без вас он никто, он олух, лох, прозевал вас и потерял. Вы для него потеря, помимо этого скучает он по вам, постоянно в этом прошлом, и придурка, знаете что, скажу, ваш придурок разочаровался. Он же, не забываем, там же император корону надел, да, сидит там в короне, но на самом деле ему без вас плохо, плохо. Вы для него потеря, вы та женщина, которая за самым больной задела, показала ему, да, здесь не то что лопатой, я, наверное, кувалдой ему корону так снесли, он на всю жизнь запомнит. И запомнил ваш товарищ. Не переживайте, если вы там думаете, обиделся, охладел. Все это, знаете, скажу так, все это фальшь. Он просто играет. Не забывайте, что здесь манипулятор. Вот такой у нас сегодня был расклад. Девочки молодцы. Здесь снесли корону так, даже и кувалдой, и трактором, и переехали вы его. Ну-ка скажите, ладно, по концовке, что вы с ним на сегодняшний день из этого вашего, что вы с ним сделали? Конкретно вы с ним сделали. А вы ему показали, что теперь, дорогой, ему по-старому ничего не будет. Завел болото, плавай. Но вы показали, что, дорогой мой, никто тебя прощать не собирается. Вы отпустили это, то вам не до него, вам, честно сказать, что вы чихать на него хотели, да, и занимаетесь своими делами. Но это не говорит о том, что вы его простили или что вы также на него конфликтно настроены, но просто уже отпустили. Как будет, так будет. Самое главное, что у вас там появился шанс. Конкретно вы ушли полностью в свою реализацию, и молодцы, держите энергию при себе, больше не даете. Узнали своего принца? Вот почему он на вас обижается, обиженка. Здесь, наверное, не император, а как его назвать? Придурок, олух, лох. Он просто прозевал. Говорю вам так, когда вы были с ним, не оценил, да? Говорю честно, да? Чтобы без всяких вот этих иллюзий, розовых очков, он вами просто пользовался, да? Потерял вас, узнал, оказывается, кого потерял. Как он там, с кем он там, держит он корону, типа у него все хорошо. Фальшь. Почему? Он изначально с самого рождения фальшивый. На нем нужно было делать аборт. Говорю как есть. Такие, как он, мне просто женщин жалко, которые связались с таким. Но есть и плюс в этом мужчине. Вы-то были такой лохушкой, которая, да, все верила ему, пацану этому. Сейчас, подождите, где же вы? Где же вы? Из лохушки превратились в кого? В ту женщину, с кем нужно считаться и которую нужно уважать. Вот так вот. Так что сам себя придурок обыграл. Уничтожая вас, сделал наоборот вас кем. А теперь, извините, не пацан выбирает. Теперь выбираете вы. Вот такой на сегодня у нас был интересный расклад. Откровение вашего обиженки, вашего принца, да. Но не забываем, что это был у нас общий расклад, на личный расклад. И вас ожидаю. Не забывайте, что акция у нас длится до конца июля. Личный расклад за 2000 рублей. Как всегда я вам скажу, дорогие мои друзья и новые подписчики, подписывайтесь на мой канал. До скорой вам встречи.